Нет, то, что вы думаете, не на первом месте, так что продолжайте смотреть. Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. И добро пожаловать на второй традиционный ролик с подведением итогов года. Мы продолжаем двигаться к самому главному видео. Это, естественно, лучшие альбомы года, но из года в год так уже сложилась традиция, что я называю десятку худших альбомов. И, если честно, с каждым годом мне становится все менее интереснее делать данную рубрику и данный топ, потому что на самом деле плохие альбомы ругать достаточно тяжело. В целом, для того, чтобы их найти и составить определенный топ, нужно их очень много послушать. А знаете, каждый год выходит столько плохих альбомов, и иногда просто приходится дослушивать их до конца и тратить на это свое время только ради того, чтобы я смог, хоть как-то объективно со своей точки зрения критика, обзорщика составить этот топ. Но, если честно, мне не доставляет вообще никакой радости просто ругать каких-то артистов или их альбомы, потому что некоторых мне жалко, некоторые в целом не заслуживают того, чтобы о них говорили, но традицию мы поддерживаем, поэтому этот ролик будет достаточно коротким. Я хочу поговорить про 10 альбомов, которые я считаю, что в этом году не удались, или были очень плохие, или были ужасные, в общем, у кого как сложилось. Но пару слов скажу о них, и дальше просто будем ждать хорошего, а именно лучших альбомов года. И я выбирал для этого списка более-менее популярные альбомы, по крайней мере, те, которые вы, возможно, слушали или сталкивались, или как минимум знаете этих артистов, потому что, конечно, выходит очень много странного, непонятного материала от малоизвестных артистов, но, наверное, включать их в такой топ было бы не очень рационально и не очень даже как-то развлекательно, потому что, понятное дело, что топ худших альбомов, он все-таки не такой серьезный, как то, с какой скрупулезностью я подхожу к лучшим песням и лучшим альбомам, где для меня действительно важно, чтобы вот мой список был, и я им гордился и 5 лет спустя, и 10 лет спустя. Тут можно немножко, знаете, разодориться, поэтому я брал во внимание только более-менее популярные альбомы популярных артистов. Я напоминаю, что моя вселенная безумия — это YouTube-канал, Telegram-канал Showbiz. Самое главное — это мой сайт showbizbyps.com со всеми моими рецензиями на английском языке. Там можно много чего интересного прочитать, так что не забывайте поддерживать все мои соцсети, если вам это интересно. У данного списка будет чуть более расширенная версия на, скажем так, 14 мест. На самом деле там будет десятка и еще 4 альбома в разделе Unhonorable Mentions, то есть недостойные упоминания. Это 4 альбома, которые я считаю в целом достаточно плохие, чтобы каждый из них спокойно залетел в топ-10, но которые я посчитал настолько незначительными, неинтересными, скучными, что у меня просто не хватило совести взять и дать кому-то из них целое место в десятке. Но в целом все альбомы, которые мы будем обсуждать сегодня, я считаю, что артистам нужно извиниться за то, что они делали эти альбомы. А извинения мы что? Правильно. Ну что, поехали. Место номер 10. И на 10 месте у меня альбом, который достаточно новый, достаточно свежий, который сейчас очень активно продвигается в чартах. Его слушает очень много людей. Песни с этого альбома набирают достаточно серьезную популярность, как и артистка с этого альбома. Но у меня с стандартной версии этого альбома, я всегда говорю о стандартных версиях любых альбомов, возникла проблема, наверное, даже не с первого прослушивания, а где-то со второго. Потому что, когда я послушал первый раз этот альбом, он мне показался достаточно неинтересным, но не ужасным. Когда я решил к нему вернуться во второй раз, оказалось, что я как-то немножечко переоценил его, потому что он настолько беззубый, он настолько безопасный, он настолько скучный в своей манере подачи, задумки и идеи, что, если честно, пока ты его слушаешь, просто хочется сдохнуть. Место номер 9, и это место я решил отдать альбому и артистке, который на самом деле это одна из позиций, за которую мне достаточно жалко, что она оказалась в этом списке, но не попасть она не могла, потому что при
возможном желании, при задумке, при попытке, может быть, что-то сделать, как-то себя переизобрести, попробовать что-то новое, что я всегда в целом ценю в артисте, к сожалению, не получилось все, вот прям абсолютно все. И знаете, как бы ты ни пытался хвалить артиста за попытку попробовать что-то новое, покопаться в новых жанрах для самого себя и выдать это на публику, все-таки мы оцениваем конечный продукт, и как конечный продукт тут не сложилось 2 плюс 2 абсолютно никак. И знаете, как говорится, не можешь срать, не мучай жопу. На 8-м месте у меня альбом от группы, которая уже не первый раз попадает в список худших альбомов. К сожалению, потому что при всей моей любви, уважении к их таланту, к их музыке и тому, что они когда-то делали, кажется, что-то совсем идет не так, и из раза в раз они продолжают выдавать что-то не очень понятное. И даже если задумка кажется интересной, их исполнение каждый раз вызывает огромные вопросы, и иногда просто, знаете, хочется задать вопрос, даже не вопрос, а предложение, и сказать: Крис Мартин, хватит выебывать. На 7-м месте у меня альбом артистки, которая продолжает писать плюс-минус одно и то же каждый раз. И с каждым разом это все становится еще настолько большим фарсом, настолько неприятно это слушать каждый раз, что возникает вопрос, для кого это вообще делается, кому это вообще надо, кто потребитель данной музыки. Потому что все эти напыщенные мотивы, вот это вот громогласное пение, которое абсолютно не в тему, постоянная попытка рассказать, какая ты потрясающая, талантливая, великая, при этом не говоря это напрямую, как можно было бы, наверное, сделать и показать себя как самоуверенного артиста, а скрывать это все за какими-то, знаете, огульными месседжами из разряда «все великие, все классные». Ну скажи ты хоть раз что-то честное, а не пытайся в очередной раз как-то самоутвердиться и попытаться что-то показать, прикрываясь чем-то глобальным. Потому что, если честно, немного заебу. На 6-м месте у меня дебютный альбом одной исполнительницы, которая довольно резко залетела в популярное пространство, которое вызывало у меня вопросы с самого начала. И, наверное, вот этот полный формат, который она выпустила, лишь подтвердили мои опасения, что перед нами что-то, что абсолютно не задержится в индустрии, и что-то, что, возможно, выстрелило только один раз и что очень быстро забудется. И в целом, знаете, чтобы описывать этот альбом, особо не нужны слова, потому что она в целом сама справилась с названиями некоторых из своих песен, и тут просто само напрашивается, потому что это просто говно. На 5-м месте у меня тоже альбом артистки, снова у нас тут артистка, которая тоже недавно ворвалась в популярную сцену, и меня в ней раздражает абсолютно все. Но это, конечно, не повод того, чтобы включать только поэтому ее альбом, да, это микстейп, в этот список, но подача, тематика, попытка это все как-то обыграть. Лично для меня не работает вообще. Я не понимаю феномена. Это для меня абсолютно не работает. Я не вижу в этом никакой... Я не говорю музыкальной ценности, потому что, конечно, есть музыка, которая просто создана для того, чтобы под нее там трясти жопой, танцевать, чтобы было весело. И я понимаю такую музыку, мне она тоже нравится, но это не она, потому что тут все настолько перебор, что мне хочется грустить под эту песню. А представьте, если ты сидишь и грустишь под музыку альбома, вот который вы сейчас узнаете, что это за альбом. Это не очень приятное зрелище. И лично для меня тоже большая проблема — это ее голос, потому что, честно, просто хочется от него блевать.
На четвертом месте группа, которая тоже не в первый раз уже попадает в мои списки, к сожалению, потому что то, с каким постоянством они продолжают выпускать музыку, которая нигде особо даже не заходит, и никому они уже особо не надо, наверное, за пределами Восточной Европы, но они почему-то продолжают верить в то, что все они делают правильно, и вопросы к какому-то их музыкальному таланту возникают действительно большие, потому что, да, когда-то у них получилось, 1,5 хороших альбома, но после этого выпускать вот это, причем постоянно, причем даже после того, как они поняли, что в прошлые 2 раза это не сработало, это, если честно, просто полное позорище. Ну а мы подобрались к тройке лидеров, или антилидеров, называйте как хотите. И на 3-м месте у меня альбом артистки, постоялицы данной рубрики, которая поражает своей стойкостью, своей постоянностью, своей настойчивостью, потому что каждый раз она выпускает настолько плохо, насколько она может себе позволить, настолько кринжово, настолько одинаково, настолько действительно смешно, потому что, по крайней мере, она дарит улыбку. Да, это такая улыбка, конечно, под вопросом, но это хотя бы вызывает какую-то небольшую часть позитивных эмоций. И это, я считаю, достойно 3-го места. Но при всем при этом не стоит забывать, что в целом, как вся ее музыка, но этот альбом настолько дебильный. Второе место, и это, наверное, тот альбом, ради которого вы включили этот ролик, думая, что он будет на 1-м месте, но он не на 1-м месте. Почему? Во-первых, я считаю, что этот альбом настолько неудачен не только в музыкальном плане, но, естественно, во всем том, что окружало его, что он просто недостоин 1-го места, чтобы его награждали и праздновали как победителя хоть в чем-то вообще. Но он достаточно плох, чтобы быть 2-м. И у меня есть на него на канале целая рецензия, вы можете ее после почитать, посмотреть. Я не возвращался к этому альбому с момента первого прослушивания для рецензии, и не хотелось бы никогда больше, потому что от него хочется просто обрыгать. Ну и что, я думаю, что вы сейчас все немножечко призадумались и подзагрузились, а кто же тогда на 1-м месте и почему? Объясняю. В целом, я считаю, что 1-е место в списке худших альбомов года – это тоже что-то, что нужно праздновать, потому что выпустить что-то настолько, чтобы быть хоть в чем-то 1-м, это в целом тяжело. И даже когда мы говорим о худших альбомах, это должно быть что-то, что хочется праздновать, что хочется отмечать, что что-то стало 1-м, что что-то стало лучшим, даже если оно стало лучшим из худших. И эта пластинка, которую я помещаю на 1-е место, заслуживает того, чтобы ее отмечали, чтобы ее праздновали, и чтобы о ней с гордостью говорили, что да, она на 1-м месте. Потому что то, что нам подарила эта артистка, это настолько смело, это настолько провокационно, это настолько ярко, это настолько экстравагантно, это настолько охуенно. Да. Ну что, такой мой топ худших альбомов этого года. Тут получились довольно разнообразные альбомы. Я думаю, что некоторые из них вы слушали, поэтому, конечно же, я вас жду, как обычно, в комментариях. Расскажите, что вы думаете об этой десятке. Напоминаю, что расширенная версия, где их 14 с недостойными упоминаниями, будет на моем сайте. Ссылка внизу. И, конечно же, я жду ваше мнение. Расскажите мне в комментариях о своих худших альбомах этого года, кто вас разочаровал, что не достигло того пика, которого вы, возможно, от кого-то желали. Как обычно, не забывайте
поддерживать ролик лайком, комментарием, в целом, ну, чтобы как-то продвигаться нам с вами вместе. Ну и до встречи в конце года, где, конечно же, будет мой главный топ. Это список лучших альбомов года. Спасибо всем за просмотр и до встречи!